Ребята, всем привет с Ямайки! В этом выпуске вы увидите все самое интересное. Самая большая кухня, наверное, на корабле. Охота прошла удачно. Себя здесь бомжом, но это Америка. Сегодня небывалый челлендж от Александра Кондрашова. Настя, вам видишь специально от крыс штуки? Саша! Let's go! Всем доброе утро. Сегодня мы прибыли на Ямайку. Знаете, какой тропический Карибский остров. Домики такие красивые, приятные. И самое главное, я думаю, что здесь все добрые. А знаете почему? Я думаю, знаете, потому что это родина Боба Марли. Мы идем на завтрак сегодня в другое место, потому что хотим показать, какое здесь есть разнообразие. Называется Соляриум. Здесь, в принципе, такая же система, шведский стол. Вот завтрак с 7:30 до 10:33. Обеда нету и ужин есть. В принципе, из еды все то же самое. Фрукты, колбасы, сыры, выпечка. Разницы особой нету, ребят, на самом деле. Что там есть, что тут. Нет, примерно то же самое. Я такую штучку не видела из тыквы. Но здесь народу в 2 раза больше. Очень вкусно. Вам всем приятного аппетита. Добро пожаловать на Ямайку. Я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем. Настя, вам видишь специально от крыс штуки, чтобы крысы забежать не могли по тросу. Внимание, на выходе написано, что наркотики-то не надо употреблять, ребята, и носить с собой. Миш, как думаешь, через сколько нам траву предложат, как только мы выйдем за территорию охраняемую? Метров 100 он будет. Good morning. Вот они сидят, ланокуры. Заказываем ямайский ром, томительный кока-кола. Почему? Не знаю, потому что это Ямайка. Лагербир сделан в Ямайке, $2. Сейчас мы заценим. И самое интересное, что водитель тоже себе пиво взял. Ребят, проникнитесь атмосферой просто. Only in Jamaica. Jamaican joint. Ребят, сувениры, короче, купили. Сейчас в Москву отвезем. Вот, курить не будем, конечно же. Мы сейчас будем кормить колибри. Миша, он проверяет, накуренный ты или нет. Вот она, Точилова. Что тут есть-то? А это что? Это сосиска. Ой, какая острая. Картошечка. Сладистая. Всем приятного аппетита. Мы нашли самое вкусное, что здесь есть на всем острове, это вот эта кукуруза. Такой вкусной кукурузы реально не ел никогда в жизни. Из-за такой погоды мы ничего снять не можем, поэтому сидим в баре, пьем кока-колу и слушаем ямайскую музыку. И нам хорошо. На самом деле Ямайка прикольная страна, сюда обязательно надо приехать, прочувствовать это на себе. И здесь покататься, пообщаться с местными. Они все вообще на позитиве. Но с погодой нам не повезло. Ребята, мы сегодня одели рубашку. Настя делала вечернее платье.
Мы собираемся сейчас быстренько что-нибудь закидать в свои животы толстенные и пойти на культурную программу. У нас сегодня будет несколько шоу, которые специально для нас приготовили. Мы будем окультуриваться и просвещаться. Мюзикл. И вас всех приглашаем вместе с нами. Доброе утро. Сегодня хотим показать вам третий вид завтраков, который здесь есть на корабле. Находится на третьей палубе, и здесь можно как в ресторане. То есть здесь будет официант, и вы не сами себе накладываете. То есть не так, как мы показывали вам до этого. Здесь два вида питания именно на третьем этаже. То есть одно, когда вы бронируете определенное время, приходите, вас обслуживает официант. И второе, это вы идете в буфет. Это называется шведским столом. Давайте я сначала вас со всем этим познакомлю. Английский бекон. Здесь у нас вареные яйца и канги. Кстати, что такое канги? Переведите кто-нибудь в комментариях, напишите. А самое вкусное это вот клубника и сливки. Блинчики. Это просто нереально. Здесь всегда на обед будет суп, здесь всегда на завтрак будет каша, и здесь всегда будет на ужин выбор еды, которая будет без суперсоусов. То есть, например, там рыба на гриле, диетическая. Блинчики здесь огонь, ребят. После этого замечательного круиза мы из Майами перелетаем в Лос-Анджелес, где нам необходимо забронировать жилье. Вы меня очень часто спрашиваете в комментариях: Саня, где забронировать, как это дешевле сделать? Хочу вам рассказать о сервисе, который называется островок.ру. На нем представлено более 950 тысяч видов размещений по всему миру. Неважно, как вы путешествуете, один или с семьей, вы всегда можете зайти и почитать отзывы от реальных пользователей, почитать описание об отеле. Многие, кто уже пользовался этим сервисом, знают о его преимуществах. А для всех новых пользователей я оставлю промокод Кондрашов, который даст вам 10% скидку на бронирование отеля. И также вся подробная информация будет в описании. Переходите, смотрите и экономьте ваши деньги. Смотрите, какая красота. Мы прибываем в мексиканский порт острова Консумель. Мы здесь уже были на другом лайнере, поэтому решили с ребятами, что поедем на подводную охоту вместо того, чтобы изучать остров. И есть несколько пирамид, фабрика текилы. Ну, в общем, стандартные экскурсии, не очень интересные. Поэтому мы договорились с местными ребятами. Постараемся показать подводную охоту в Мексике. Добро пожаловать в Консумель. Погодка, конечно, нам не очень подходит. Почему? И не радует нас. Потому что постоянно идут дожди. Мы попали прямо на стык сезонов, когда начинается сезон. И ну, то же самое, что мы в Таиланде были. То есть и каждый вечер практически дождь, либо ранним утром. Че, клево мы придумали, как свалить от девчонок? Давайте 5, охотники. That's the price. $10. Окей, пойдем дальше. $8 to downtown. Он говорит, иди, здесь у всех такой прайс. Ребят, ну представляете, да, какая здесь атмосфера и куда нас Рязанцев затащил. Явно ничего хорошего не предвидится. Да, и явно не на этих яхтах мы пойдем. Ребята, за те деньги, за которые мы идем охотиться, Вы можете... нам должны дать вообще весельную лодку. Да ладно, 300 баксов, ты что, Игорян, мало что ли? За троих это полцены. Hola. Михаил. Алекс. Diego, mucho gusto. Nice to meet you. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar juntos los dos feliz gozamos y nos casamos en la playa de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad. Всем привет, с вами Анастасия Кондрашова. Саши нет, потому что они нас бросили и променяли нас на свою любимую подводную охоту. Мы с девчонками, дабы не скучать и не сидеть и запилить вам интересный контент, поехали в парк, который называется Чанканап. Это у них кухня.
Здесь они готовят тортильи. Это не охотничий лад, чтобы вы понимали. Хотя местные, я уверен, ныряют и на 30-ку в них. Мы люди избалованные, привыкли к охотничьим ластам длинным, поэтому будет достаточно тяжело охотиться. Грустная охота на Казумеле, вообще порожняк полный. Не то, что на Казумеле, вообще вот здесь вот в Мексике, район Канкуна, Плея дель Кармен, Казумель, шляпа полная. Если вы хотите трофейную охоту, это точно не здесь, точно не здесь. С рыбками поплавать можно, конечно, но и даже рыбок мало, да? С рыбками надо ехать на Красное море, наверное. Красивее мест нет вообще. Пивоса принеси! Ребята, мы приехали с девчонками на пляж, который называется Плая Паланкар, потому что в том парке, где мы были, там пляж был с рифами. Здесь более цивильно и красиво. Что, девочки, за девичник? Как я люблю говорить, друзья, охота прошла удачно, обошлось без жертв. Вот не бойтесь, шманиться, мы опять рыбу все поперебили. Друзья, теперь можно и погулять по Консумелю. Сейчас покажем вам достопримечательности. Это ничего тебе не напоминает? Я далеко не пойду. Вот там такую херню меня спиной протащило. Саша, что с тобой? Всегда, кстати, когда приезжаю из-за границы, ну, из таких цивильных стран, В Миаск себе. в Миаск к себе, да, я понимаю, что в мясе не может быть ничего дорогого вообще, в принципе. В любом заведении, куда бы ты ни пришел, дорогого вообще ничего не может быть. Ну да, это закаляет. А я вот на самом деле, когда приезжаю из таких вот поездок, я понимаю, что надо как можно больше зарабатывать. То есть Да. меня очень сильно стимулирует, Не меньше мотивирует. тратить, не меньше тратить, а больше зарабатывать. Да, потому что понимаешь, что экономишь, а жизнь проходит. Fresh? Это King Crab? King Crab. О, предлагаю. вот это самая вкусная рыба. Вот это надо брать, это How называется. much? Окей, давай. This and this 40. Да он здесь нельзя, я говорю, он не торгует. Окей. Да. А, не Завали. сорян, не знал. Вот это Та же огонь. самая рыбка, да? Стопудово прям та же самая, которую нам приносили. Даже лежала так же. Короче, ребят, очень вкусная рыба. Прям вообще заходит. А вот тот краб, который только что был. Забрали нашего краба, ага, на куски сразу. Но выглядит круто. Увидите вот такую вот картинку в Консумеле. Если вы в этом баре будете сидеть, вы закажите этого краба и рыбу. Вообще кайфанете. Очень вкусно. Мы просто его разобрали. Чуть не подрались. И смотрите, какой здесь вид. Все даже подписано. Да, ребят, просто окунитесь на минутку в Консумель. Que quiero para adorarla. Tiene que ser morena como la Virgen Guadalupana, porque soy como soy, bonitito corazón. Ребята, смотрите, наши любезные хозяева, после того, как мы уже все выпили, все съели, принесли нам, я не помню, как это называется, аперитив это перед едой, а это После. после еды.
вот проводит свои вечера на круизном лайнере Александра Кондрашова. Мы сейчас идем на кухню. Самая большая кухня, наверное, на корабле. Так как это самый большой круизный лайнер, самое большое судно. Ребят, представляете, здесь готовят на 9000 человек, 350 поваров. Это посудомоечная машина, здесь все в автоматическом режиме. Достаточно лишь поставить тарелки и забираешь их оттуда уже чистые. Пластик и прочее они прессуют, а органическую всю еду перемалывают очень мелко-мелко и когда проходят нейтральные воды, сбрасывают. Тем самым кормят рыбу. He's coming. А это бараньи ноги. Шеф рекомендует, да? Я уже знаю, что я буду есть сегодня. О, смотрите, здесь луковый суп, да? Прям лук не чищенный. Итак, друзья, сегодня небывалый челлендж от Александра Кондрашова, потому что он меняет сотку на монеты. Итак, Сейчас проверим, насколько мы сможем вынести вот этот аппарат и засунуть туда 100 баксов. Поехали. нам нужно играть там, где есть купюры крупные. Купюры крупные есть вон там. Did you finish here? No? Yeah. Раз, два, три. Отлично, заходит. Оп, упала. Смотри, уже мы подняли сколько. Так, двигается. Двигается. У нас есть шанс выиграть десятку, сотку, двадцатку. Расскажи лайфхак, как это надо делать. Да просто бабок надо много. Раз, два, три. У-ху! Попадало, смотри, сколько монет. Можно вечно смотреть, как они двое двадцатку за сотку. Мы выиграли, Санек! Давай, лети у него! Двадцаточка! Мы забрали двадцатку. Десятку теперь толкай. Блядь, закрылась! Ребята, все, душевый нашли. Достаточно было показать, как это делается, и все. Еще одну десяточку забрали. Двадцатку разменял? Путем. Не, она у меня в кармане. А мы 100 всадили? Да. Значит, 70. Уже 70, да. Пришли на скалодром. Сейчас кто последний, тот покупает 7 пива. Кто последний залезет. Я, Игорь и Миша будем биться. И кто оборвется, тот тоже 7 пива покупает. Ни разу в жизни с этим не лазил. Даже не понимаю, сложно это или нет. А Миша, у него опыт есть. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Выиграл. Я лезу по первой. Миш, Вот ближний сюда. Да, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. 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 Я посередине лезу. Страшно, капец вообще. Проставился пивком. Миша красавчик. Короче, ребята, я расскажу правду. Мише попалась реально самая сложная трасса. Было две одинаковых, а одна сложная. Но она рандомом выпала, то есть это как камень, ножницы, бумага. Короче, Миша как в казино играл и проиграл на скидывание. На красное поставил. Время 7 утра, мы прибыли в Майами, Форт Лаудердейл. И сейчас у нас вылет в Лос-Анджелес, здесь почти 7 часов. Сковали дрон, сейчас целая эпопея будет, чтобы его забрать. В прошлый раз мне его не отдавали, типа мы закрыты в 7 утра. Надеюсь, в этот раз будет все хорошо. Вы не можете проносить дрон на корабль, это запрещено правилами. Смотрите, сколько запрещенных вещей. Вены, переноски. Потеряли вещи. Она, видишь, у нее платье. За 5 минут мне выдали
$60, то есть по $30 с человека можно доехать до аэропорта прям. Он через 5 минут отправляется. На Uber доехать стоит $34, а на автобусе 30. Казалось, что автобус отправляется через час, поэтому мы забрали свои $60 и едем в такси. Такси стоит $75. Полетели дальше? Полетели дальше. Лягушка-путешественница. Давай. Дешевый билет 13 тысяч на человека стоит. Поэтому я не знаю, по-моему, багаж не включен. Сейчас придется платить сверху за провоз багажа. Но это Америка. Здесь все стоит денег. Особенно с нашим рублем. Чувствую себя здесь бомжом. В общем, этот завтрак стоит $20. Каша, банан, 2 чая и бутерброд. Каша 230 рублей стоит. Нормальная цена. Смотри, что нельзя взять. Ножи, акула вон там плавает. Оружие, патроны, ножи, пистолеты. В аэропорту прикольно все сделано. Здесь вот зарядка. Здесь вот мои подписчики в онлайне. Смотрю, сколько прибавляется. Лететь нам 6 часов. И мы... Ребята, мы прилетели в Л.А. наконец-то и едем в крутую квартирку. Мы сняли дом. Сейчас приедем, покажу вам все, расскажу и как сняли, и где это лучше всего сделать. Смотрите, здесь русская березка растет. Опа. Здесь открыто, что ли? Это наша комната, да, на сегодня? Туалет, ванна. Смотрите, какая клевая кухня. Прям вообще American style. Смотрите, здесь собака, а там бассейн. Этот замечательный дом прямо на Беверли-Хиллз мы забронировали при помощи островок.ру. При этом у ребят есть очень крутая программа лояльности. Если вы бронируете через приложение, вы получаете 4% назад баллами, которые можете использовать при дальнейших бронированиях. Мы будем перемещаться по всей Америке, бронировать очень разные варианты жилья, апартаменты, виллы. То есть вот на мой день рождения хотим поехать в горы, попробуем забронировать там виллу. Все будем делать через островок.ру и показывать вам. Сидеть, лежать, лежать. Молодец. Молодец, знаешь команды. Ну ты умница. Ребят, мы пришли покушать. Смотрите, какая здесь очередь. Вот один ресторан нормальный на всю округу, что ли, занимает. Очередь вообще не заканчивается. Мне кажется, это очень вкусно. Это бомба.